Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я бы хотела поговорить с вами о трендах на холодный сезон. Но пока не в глобальном масштабе, а для начала мы попробуем разобраться с деталями. Пусть это будет модная обувь осень-зима 2025-2026. В своих обзорах я не устану повторять: удобная, стильная и, что немаловажно, качественная пара обуви способна спасти от провала даже самый грустный и устаревший наряд. Она – центр вселенной нашего модного гардероба. Говорят, встречают по одежке. Я бы уточнила – нет, по обуви. Именно туфли, сапоги, ботильоны, кроссовки зачастую определяют стиль и характер образа. А сколько же времени мы порой тратим в поисках нужной и, безусловно, комфортной модели? Я думаю, это многим знакомо. Чтобы далее нам было проще ориентироваться в новинках сезона, давайте, мои дорогие зрители, прямо сейчас рассмотрим самые топовые варианты с учетом актуальных тенденций с подиума. Данный перечень обувных трендов не самый широкий, но вы всегда можете дополнить его, оставив комментарий под видео. Скажу огромнейшее спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. А мы начинаем! Первое модное направление, такое важное в холодный сезон – тренд на устойчивый каблук. Женская стабильность и уверенность в себе и в своих силах, подобные ассоциации, по мнению дизайнеров, должна вызывать у окружающих данная обувь. Как по мне, это просто удобно. Высокий устойчивый каблук – прекрасная альтернатива шпильке. Думаю, многие девушки с удовольствием подхватят эту тенденцию. Наконец-то не придется страдать от необходимости делать выбор между модой и практичностью. В коллекциях на осень есть масса стильных вариаций на эту тему. Например, креативная студия бренда Chanel рекомендует отдать предпочтение моделям с округлым, характерным для именитой марки контрастным черным носом. Однако сказанное выше не означает отказ дизайнеров, а значит и нас с вами, от изящной обуви на шпильке, да еще и в сочетании с острым мысом. Сегодня у госпожи моды в приоритете женственность, элегантность и легкий флирт. Туфли на шпильке, будь то классические лодочки, слингбеки или модели с ремешком-застежкой, для многих они уже давно стали базой. Главное выбрать для себя вариант с абсолютно удобной колодкой. Иначе деньги на ветер. Из новомодных решений отмечу обувь марки Carolina Herrera, где тонкий высокий каблук к низу, словно юбка, чуть расклешен. На мой взгляд, особенно хороши атласные туфли в синем, красном или в изумрудном тоне, а также черные в бархате или в лакированной коже. Свою трактовку модели на шпильке предложил Энтони Ваккарелло в коллекции Сен-Лоран. Теперь носы у туфель становятся еще длиннее и острее. Они словно стремятся к бесконечности. Не знаю, готова ли я к такому, но смотрится очень эффектно. А вот предложение от Виктории Бекхэм сделать обувь визуально на пару размеров больше мне совсем не по душе. Как-то не вяжется у меня такой вариант с понятием «изящная женская ножка». Пусть будет только для подиума или для мимолетного хайпа. Каблук Kitten Heel. На сегодняшний день это уже не просто тренд, а долгосрочная инвестиция. Как минимум потому, что любая обувь на таком каблуке удобна и подходит на каждый день. Из-за высокого ритма жизни мода глобально движется в сторону комфорта и расслабленности, что хорошо видно и в современном небрежном стайлинге, и в силуэтах. В результате крошка-каблук уверенно занимает нишу в нашем гардеробе. В топе нынче все версии Kitten Heel. Из интересных отмечу сапоги бренда Dior с вырезом на мыске и очаровательные слингбеки от Изабель Маран в крупный горошек, который на презентации модели носили в дуэте с ажурными черными колготками. Деловая обувь. В данном случае это Оксфорды, Дерби, лоферы, монки и подобные им всевозможные модели на низком ходу со шнуровкой и без. В этом сезоне они заявляют о себе более громко. С уверенностью можно сказать, тренд долгоиграющий. Отличная замена и классическим лодочкам в офис, и более привычным нам кедам на каждый день. Даже если деловые туфли вам кажутся совершенно не женственными, то у дизайнеров есть один хороший совет – носите строгую обувь без лишней серьезности. Аксессуары из шерсти, меха, трикотажа, твида. На модных показах обувь из фактурных материалов значительно перетянула внимание на себя от более привычных нам моделей из замши и кожи. Acne Studios, например,
представили войлочную версию, очень похожую на обувь наших прабабушек – теплые валенки. В коллекциях Diesel, Prada, Balmain вы найдете вязаные из меланжевой шерсти либо мохера, туфли, ботильоны и сапоги. Модная анималистика. Одна из главных тенденций сезона осень-зима сосредоточена нынче на рептилиях. Вот так дизайнеры решили отметить год змеи, возводя на пьедестал почета принт под кожу питона. Но если бренды Антонио Марас, Тотс, Габриэла Хёрст отдают предпочтение в пользу природного окраса, то Miuccia Prada для линейки Miu Miu предложила туфли, кроссовки из искусственной змеиной кожи в ярких зеленых и золотых тонах. Здесь стоит добавить, что по-прежнему популярна обувь с рельефной фактурой под крокодила. Найдем таковую у Dior, Элизабета Франки, Дрис Ван Нотен, Альтузара, Майкл Корс, Ула Джонсон. Не меньший спрос обещают на модели с хищным принтом. Очередной виток развития получил тренд на люверсы и заклепки. Металлическая фурнитура снова радует глаз и тревожит рамки в музеях, аэропортах и на вокзале. Бессменные лидеры в этом плане – дома моды Жиль Зандер, Версаче, Изабель Маран, Блюмари. Все эти круглые или фигурные, порой похожие на шипы элементы на обуви легко добавят образу бунтарский характер. Особенно если дополнить его сумкой или ремнем с заклепками. Тренд вдохновлен яркой эстетикой нулевых и дерзким панком 80-х. Самые модные сапоги. В любимчиках сегодня жокейские. И это не просто отголосок конной эстетики. Они универсальные, стильные, я бы сказала, идеальные для осени и относительно теплой зимы, когда слякоть и мокрый снег бывают чаще, чем лютый мороз. Не меньший спрос нам обещают на сапоги Ботфорты. И опять с максимально высоким голенищем. В коллекции Альтузара есть вариант как раз по сезону, с отделкой из овчины. Отлично будут смотреться и с длинным пальто, и с короткой дубленкой. Одна из интересных фишек – собрать высокое голенище в плотную гармошку. Такую идею анонсировал бренд Balmain. Что-то подобное мы наблюдаем и на презентации нового гардероба под маркой Sportmax. Чем больше получится складок, тем лучше. У Michael Kors берем на заметку сапоги с голенищем трубой в традиционных для холодной поры оттенках – черном, шоколадном, рыжем, темно-зеленом, бордовом. Это может быть стильная версия на танкетке или модель на широком устойчивом каблуке. А вот бренд Missoni почему-то решил, что осень мы непременно проведем где-то за городом на даче. Будем встречать рассвет, укутавшись в вязаный кардиган и сунув босые ноги в резиновые на пару размеров большие сапоги. Теперь несколько слов о модной обуви, которая привлекает внимание. По сути, все показы на подиуме – это и есть желание дизайнеров проявить креатив максимально, предложить что-то нестандартное и поразить публику новым шедевром. В этом сезоне было достаточно необычного декора. Мех, перья, шипы, ажурная вышивка, банты и бахрома, россыпь кристаллов. Бренд Off-White, например, удивил обувью с накладными карманами. И они не обманки, а вполне даже реальные. Дизайн-команда дома моды Chanel сделала ставку на жемчуг. Он сыграл не только ведущую роль в декоре одежды и в украшениях, но и стал конструктивной частью обуви, сменив традиционный каблук на увеличенную в разы бусину-шар. Необычные модели есть и у Tory Burch. Помимо смещенного наискосок на мысе выреза, туфли в придачу получили каблуки, которые словно немного сломали, скрутили по вертикали. Отличный визуальный фокус, и, по словам дизайнера, они вполне устойчивые. В линейке Prada имеется словно вывернутая наизнанку обувь с открытым швом, с сырыми необработанными краями, а у бренда Louis Vuitton мы найдем чудаковатые кеды и вроде бы классические черные ботильоны, но на объемной дутой подошве танкетки. Возможно, не все эксперименты дизайнеров бывают удачными, и некоторые модели хороши лишь для фоточек в соцсетях, как, скажем, лохматые туфли-свиферы, да и варианты от Donatella Versace на столь широкой агрессивной платформе далеко не для повседневного гардероба. Но не будем забывать, что именно благодаря вот таким фантазийным решениям рождаются новые тренды. То, что казалось невероятным, странным или даже смешным вчера, сегодня становится массовым и стремительно набирает очки популярности. Все же дизайнеры чутко стараются уловить наши потребности. Ведь все мы разные. У нас разные вкусы, ритм жизни, задачи. Мы предпочитаем разную обувь.
А подиум может и не определяет наш окончательный выбор, но точно подкинет пару-тройку стильных идей. Всем моим зрителям большое спасибо за просмотр. В комментариях к видео жду ответ на вопрос, какие из представленных трендов вам нравятся и вы прямо сейчас готовы отправиться за обновкой, а какая обувь явно не для вас. Помните, мода – это способ сказать миру, кто вы, не произнеся ни слова. Ну или повод купить еще одну пару туфель. Просто так, для души и, конечно же, для позитивного, солнечного настроения.